Так, всем привет! Сегодня посмотрим коробку от звезды. Набор для сборки модели ТОРРЕН-2, российский зенитно-ракетный комплекс. Или же по-английски Russian Anti-Aircraft Missile System, ТОРРЕН-2 СА-15 Gauntlet. В переводе по натовской классификации можно перевести как «латная перчатка». Набор достаточно для звезды свежий, можно сказать, даже совсем новый, 21 года производства, всего ему около 2 лет. Соответственно, никаких вариаций продолжений на основе этого набора звезда еще, по крайней мере, сейчас еще не делала, то есть такой в серии единственный. Значит, что можно сказать? Сначала, да, такая большая коробка, артикул 3633, очень такая неожиданная, я бы даже сказал, даже большая коробка, то есть практически самый крупный формат звездовских коробок, вот такой вот, еле в кадр влезает. Ну, если так начать коротенько о самом прототипе, наверное, я думаю, много не имеет смысла рассусоливать, только самое основное, то, что зенитно-ракетный комплекс начал разрабатываться еще в Советском Союзе в 70-х годах, на вооружение он поступил где-то к концу 80-х годов, соответственно, эксплуатировался как Советским Союзом, так и Российской Федерацией, поставлялся на экспорт достаточно большое количество стран, выпускались различные модификации. Вот одной из самых новых модификаций, разработанных уже в Российской Федерации, является модификация ТОРРЕН-2. Вообще, общими особенностями комплекса является то, что, вертикальное расположение пусковых шахт ракет, да, то есть вот так вот они вот здесь вот расположены. Собственно, комплекс разработан для защиты важных стратегических экономических объектов и, собственно, наступательных порядков вооруженных сил и так далее. Например, из особенностей комплекса ТОРРЕН-2 можно отметить, что у него добавилась возможность ведения огня схода, то есть он буквально может сопровождать находящиеся на марше колонны войсковые, при этом осуществляя прикрытие антивоздушное. Ну и что еще? В комплекс зарекомендовал себя хорошо, то есть он успел поучаствовать в нескольких, скажем так, современных конфликтах, где в принципе достаточно высокая результативность к разбитию, как и авиационной пилотируемой техники противника, так и беспилотников. Ну и вот, собственно, что еще можно сказать, что в принципе комплекс, да, который, собственно, является вот этой частью верхней, да, вращающейся, если можно так упрощенно сказать, он монтируется на различных шасси, то есть конкретно в версии звезды ТОРРЕН-2 он смонтирован на шасси Мытищинского машиностроительного завода гусеничным, которое, в принципе, насколько я понимаю, является общим, например, с ЗРК Тунгуска. Ну и вообще, в принципе, плюс-минус напоминает гусеничные шасси многих зенитно-ракетных комплексов советских. Но также, в принципе, этот комплекс может устанавливаться как на колесные шасси, так и на специальные арктические шасси, например, которые были разработаны. Но вот конкретно здесь мы стандартное гусеничное шасси видим. Ну и вот я думаю, это все, что можно основное по прототипу сказать. Значит, что по коробке? Коробка, значит, на обратной части, собственно, стандартная для современной звезды тема фотографии собранной модели, окрашены в один вариант в боевом, я так понимаю, положении. Значит, здесь мы видим историческую справку, 336 деталей. Ну, деталей достаточно много, но не сказать, чтобы супер много. Размер готовой модели, длина 26 сантиметров, довольно большая машина. И, собственно, с некоторых еще ракурсов тут отдельно фотографии нам сделаны. Ну и, собственно, что? На боковиках у нас звезда обычно только свои наборы печатает и какие-то там дополнительную информацию. Так, ну вот еще, да, печатает она краски. Тamiya звезда тоже по стандарту. И, собственно, развертка декали, но видно, что декаль достаточно простая. Значит, вскроем коробочку. Коробочка, насколько я помню, мной еще не вскрывалась. Не сразу поймешь, как ее открыть-то. Так, вспомнил. Давно такие коробки звезды не вскрывал. Да,
Тут верхняя загрузка, никаких внутренних коробок, то есть коробка исключительно одна, но добротная. Видим вот такое вот количество литников. Ну, в целом видно, что свободно все разложено. То есть, на самом деле, примерно четверть коробки еще пустая. Наверное, может быть, по толщине просто в другие звездовские не входило. Решили вот в такую, значит, коробке у нас что? Пакеты с литниками. Несколько пакетов. Стопочки. А именно 2. Инструкция с предупреждениями. Цветная вкладка с окраской. И отдельный пакетик с декалью, сеточками полиэтиленовыми и прозрачными деталями. Вот и все. Так. По стандарту сначала с бумажной части. Значит, что по инструкции? Инструкция такая в виде книжечки, в принципе, видимо, много листов, то есть звезда. Пришлось это все дело как-то сшить, где мы видим, опять же, историческую справку. 2 варианта, соответственно, на походный и на боевой разложенный вариант. И, собственно, сразу начинается у нас сборка. Сборка, ну, стандартная звездовская формат современной инструкции. Начинается, собственно, поворотной платформы вот этого комплекса. Видно, что в целом, я насколько понимаю, достаточно крупные части, то есть вот эта вот часть, собственно, основная, это пусковой этой установки. Она, я так понимаю, в одну деталь сделана, большую, и на нее только вот всяческие, ну, как сказать, для деталировки панели добавляются. То есть, вот, видимо, вот не по стандартной звездовской традиции нам тут не придется ничего из кучи стенок склеивать. Ну, как обычно у звезды подсборочки отдельно слева, которые сначала подсобираются, потом ставятся. Вот это вот вся вот этот комплекс, он отдельно, значит, продолжает собираться из крупных деталей. Еще крупные узлы. Еще. Вот мы видим, собственно, предлагают тоже стандартная звездовская тема нарезать полиэтиленовую сеточку, чтобы вставить какие-то тут раструбы. Более мелкие детали. В общем, полностью сборка идет, собственно, самой этой поворотной платформы, которая по факту, собственно, самим комплексом зенитно-ракетным и является. Ну вот, собственно, видимо, части какой-то радиолокационной радарной системы, наверное, вот здесь отдельно у нас идут. И, значит, что еще? Двигаемся дальше. Все еще продолжается. Вот эта самая тарелка здоровая, если можно ее так назвать, устанавливается. Соответственно, где-то тут у нас, видимо, должны появиться варианты. Еще одна, собственно, другого диаметра сеточка еще прикрывает какой-то раструб, какой-то кожух, отверстие в нем. Мелкие подсборки всяческие. В общем, что по подвижности радарной этой, ну, как условно, то, что я называю радарной установкой этой тарелки, ну, пока ничего не понятно. Да, вот видно, вот вроде как она подвижная вот здесь, заметил я. То есть, видимо, наверное, для разных вариантов, то есть нам это позволит, в принципе, регулировать не подклея. Вот, собственно, это самая у нас антенна некая, радара или чего-то там. Не совсем хорошо я разбираюсь в этих радиолокационных системах. Опять же, устанавливается уже на собранный этот блок, поворотную эту платформу. Вот здесь сзади. Тоже, опять же, у нее там должны быть вариации по походному и по, собственно, боевому положению. Но вот в первой части сборки полностью у нас, насколько я понимаю, вариации не фигурируют нигде. То есть, видимо, где-то они всплывут позже. Потому что вот здесь мы уже к 17-му шагу возвращаемся к ванне корпуса. Видно, что ванна корпуса в одну деталь, балансиры отдельно подклеиваются. Ну, понятно, конечно, собственно, по-звездовски ни о каком там, собственно, подвижности, рабочей подвески и так далее речь тут не идет. Звездочки, собственно, под сборки. Крюки тут всяческие, там вот устройства для срезания грязи со звездочек и так далее. Дальше появляются, собственно, катки. Катки, собственно, из 2 половин. Все это устанавливается на балансиры, поддерживающие катки здесь. Ну и тоже вот стандартный момент для последних современных звездовских моделей — это полунаборная гусеница из сегментов. То есть даже на инструкции видно, что в принципе на крупных деталях, то есть сегментов совсем в принципе немного, ну крупных, да, на верхних частях уже отлит провис.
Единственное, только нам огибающие звездочки и ленивцы части нужно будет, собственно, согнуть, ну, собрать из отдельных траков и согнуть вручную. В основном, в принципе, все довольно просто по-звездовски и так далее. Ну, понятное же дело, что у звезды никакой рабочей гусеницы или хотя бы просто, скажем так, о рабочей гусенице речи не идет, по крайней мере, на текущий момент времени. Так вот, значит, возвращаемся мы, собственно, я так понимаю, к верхней части корпуса. Ванна одна деталь, верхняя часть корпуса другая крупная деталь. Вот мы видим, всяческие люки тут приклеиваются, панели всяческие корпусные. В основном мелочевка, осветительные приборы, я так понимаю, используется в них прозрачный пластик. Передняя часть корпуса, вот, собственно, с обзорными окнами, скажем так, водителей, возможно, там, не знаю, кто там рядом с ним должен сидеть. Насколько я помню, да, вот у нас тут появляется, что есть какие-то вариации, я так понимаю, на, опять же, видимо, какая-то тут деталь поднимается, опускается в зависимости от боевого и походного положения. Окна, собственно, стекла этих окон у нас прозрачные, даны отдельными деталями. Вот эти все подсборки осветительных приборов, их тут прям очень много. Внезапно аж целых, собственно, 5 штук спереди устанавливается на модель. И дальше у нас... Ну вот, собственно, собирается верхняя часть корпуса. В отличие от, собственно, корпуса самого этого блока пусковой противовоздушной ракетной системы, которая у нас был в одну деталь, у нас вот верхняя часть корпуса в несколько деталей, соответственно, одна крыша большая, крупная деталь, все остальные стенки, все по-звездовски, в принципе, отдельными деталями. Опять вот где-то маленький кусочек сеточки появляется, вот прикрывает он какие-то выхлопные, видимо, моменты на корпусе. Ну и, соответственно, вот следующим идет, стыкуем мы верх и низ корпуса. Вот нам решили тут вверх ногами это все показать, и параллельно с тем мы такие небольшие не юбки, не полки я имел в виду, а, скажем так, полки-юбки, совсем они такие не очень большого размера, приклеиваются. Ну, тут как бы надо, конечно, уже понимать, потому что собирать гусеницу, потом ее, возможно, красить отдельно или в какой момент это делать, чтобы, собственно, не ошибиться с порядком установки этих самых юбок, чтобы в итоге потом не оказалось, что эту гусеницу мы снять не можем, чтобы ее покрасить, но это уже, понятно, надо предусмотреть. Значит, вот, собственно, задняя часть детализируется, корпус, он такой длинный, он достаточно объемный. Какие-то дополнительные крупные отсеки, что-то вроде ящиков, не знаю, зип, не зип, что-то такое устанавливается. Еще решетки надвигательные, всяческие крышки. Опять же, вот много раз у нас используется во многих местах сеточка, имитирующая металлическую сетку, прикрывает эти все устройства забора воздуха, насколько я могу понять. Вот такой раскрой у нас тут, тоже стандартная звездовская и не только звездовская тема. Задняя часть вот тут сигнальными походными огоньками для движения в колонну. Кстати, стандартная для многих, как ни странно, этих гусеничных зенитно-ракетных комплексов пила. Я такую еще, по-моему, на Кубе видел, на Трампетеровском. Тоже пила сбоку вот так большая приклеивается. На самом деле, и на большое количество гусеничной техники советской этот элемент можно увидеть. Какие-то вот у нас какие-то перископы или что-то такое тоже вот есть из прозрачного пластика. Еще какие-то мелкие элементы, то ли серьги, то ли проушины. Вот еще какая-то тут крышка. То есть, в принципе, детализируем нижнюю часть корпуса уже практически полностью в сборе. И, я так понимаю, последний разворот, это у нас пошла мелкая деталировка. Тросы, собственно, на переднюю часть, я так понимаю, вешаются у нас на лоб машины. Не на лоб, скажем так, на нижнюю лобовую деталь. Тросы, значит, сделаны, я так понимаю, и сзади тоже присутствует. Два троса спереди, один сзади. Полностью из пластика в одну деталь, то есть, что нас, собственно, избавляет от необходимости, собственно, имитировать, избавляет нас от звездовской такой, скажем, черты класть вместо
Вместо троса нитки и веревочки, но тем не менее, в принципе, наверное, кому-то, если захочется тут что-то более интересное изобразить, чем стоковый вариант, то тут, наверное, уже придется возиться с каким-то своим тросом. Но меня лично радует, что трос у нас в одну деталь и совершенно никакой возни с ним не будет. То есть в этом плане меня даже это больше радует, на самом деле, если бы даже был отдельный металлический трос, потому что, ну, загибать эту сложную форму, куда-то там заклеивать вручную, да ну ее нафиг. Обойдусь без этого. Ну, это кому уж что. Еще какая-то вот крупный кожух из целых 4 деталей для чего-то. Вот здесь, видимо, какая-то опять что-то у нас тут с подачей и выбросом воздуха, я уж точно даже не знаю. Брызговики, шанец, вот тут небольшое совсем количество. Еще какие-то серьги, какие-то держатели, по-моему, запасной трак, насколько я вижу, или что-то такое. Лесенка какая-то вот здесь ставится. Еще 2 каких-то элемента. Ну и, собственно, вот, видимо, практически нижняя часть корпуса здесь собрана. Происходит у нас стыковка, собственно, самого этого комплекса с платформой, с шасси, скажем так. Какие-то ограждения тут минимальные еще добавляются. Появляются, собственно, крышки элементов окон тех самых для водителей, для кто там рядом с ним сидит. Видимо, для походного варианта они открыты, могут быть, по крайней мере, могут быть закрыты, видимо, для боевого варианта. Ну, так можно реализовать и так, потому что стекла имитированы в наборе, как я уже говорил, под антенну тут, да. Кстати, про антенну нам, я так понимаю, звезда даже не упоминает о том, что можно как-то изобразить антенну в виде чего-то. Она и в комплекте антенны не дает, если они там должны были быть на машине, в принципе, не дает никаких рекомендаций по, например, имитации антенны стянутого литника или, ну, в принципе, ничего. Ну, если только это антенна, ну, по крайней мере, это очень похоже на антенный лот. Ну и вот еще какая-то мелочевочка, которая вот здесь, собственно, устанавливается. Что-то не совсем я вот единственное по ходу инструкции в некоторых местах встречались прям четко описанные вариации на вариант, то есть, соответственно, вот, например, крышки смотровых окон вот этих и так далее, но где конкретные, например, указания по ходу инструкции вариации на, например, развертывание в боевое положение вот, собственно, комплекса Тор, как вот здесь у нас вначале это было, да, вот здесь видно, что здесь он собран. Здесь, собственно, развернут. Но почему как-то это более крупно не показали, а не на этом очень маленьком рисунке в начале, я так и не понимаю. Потому что такое ощущение, что вот конкретно по самому зенитному комплексу в итоге мы как будто вроде как собирали исключительно походный вариант. Ну, я единственное надеюсь, что там все плюс-минус на подвижных каких-то частях и, грубо говоря, развернуть, сложить, наверное, это просто дело исключительно какого-то вот механически передвинуть детальку на свое место, наверное. Может быть, поэтому звезда на этом не стала особо акцентировать больше внимания. Ну и, собственно, в инструкции в конце почему-то у нас раскладка литников, коих, в принципе-то, не так уж много для такой огромной коробки, вроде чисто зрительно, ну да ладно. Собственно, и на этом инструкция заканчивается. Кроме этого, остается у нас, значит, цветная вкладка на 2 все-таки варианта, которые, в общем-то, оба зеленые. Единственный один из них на парад 2017 года, парад Победы, соответственно, с георгиевской лентой, своим набором красок, и уже более боевой вариант, соответственно, на авиабазу Хмейни, Сирийская Арабская Республика. Год, кстати, точно не указан, но, видимо, какая-то привязка к конкретной машине присутствует. Ну и, соответственно, здесь уже никаких георгиевских лент, и не совсем, вот, кстати, понятно, цвет... Ну, цвет, насколько я понимаю, звезда, да, просто он на вкладке выглядит, как будто оттенок немножко отличается, но по факту основной базовый цвет звезда дает тут 55-й, свой стандартный защитный зеленый. Единственное, из крупного я вижу, что цвет окраски тарелки вот этой самой отличается, то есть на парадный вариант тут один
оттенок зеленого, а тут что-то типа хаки, насколько я понимаю. Ну вот единственное из крупного. То есть никаких камуфляжных вариантов или вариантов на какие-то другие страны-эксплуатанты, если они вообще... Кстати, не уверен, что у конкретной модификации Torrent 2 они были. Тут нет. Так что вот, ну и декалька нарисована. И, собственно, бумажная часть на этом заканчивается. Можно глянуть пластик. Значит, первый крупный пакет у нас... Так, в основном здесь детали корпуса, ванны и так далее. Довольно тяжелый, действительно прям много пластика. Собственно, звезда, многие производители ванны, кстати, кладут отдельно, просто в коробке звезда, вот в пакет запихал. Ну да и, в принципе, неплохо. Значит, да, действительно, довольно длинная такая объемная ванна. Так, корпуса. Такая довольно внушительная детализация. Это, то есть, куча всяческих лючков панелей вот снизу у нас присутствует. То есть, чего часто обычно на многих моделях не увидишь. Ну, по бокам детализация какая-то есть, но не то, что слишком большая. Но, в принципе, там, наверное, видно-то ничего не будет. Не знаю, может, там в реальности-то ничего нет. Ну, ванна вроде бы не изогнутая, не поведенная, все с ней нормально, ничто ее в коробке вроде как не сдавливало, как коробка, очевидно, очень свободная в этом плане. Поэтому, ну, каких-то особых претензий, конкретно проблем с ванной. Кое-где, да, даны какие-то имитации сварных швов такие, но они достаточно не, скажем так, сильно большие, но, в принципе, при желании разглядеть можно. Ну и, наверное, все по ванне. Помимо этого, значит, отдельно большая крупная деталь, верхняя часть корпуса, соответственно, то есть такая же объемная, тоже вот всяческие дополнительные панельки детализированы, которые у нас присутствуют. Единственное, конечно, немножко жаль, что, возможно, собственно, всю верхнюю часть корпуса не отлили в одну деталь вместе со всеми стенками, но тут уж придется слегка повозиться. Видно, она, правда, немножко, конечно, по ощущениям чуть-чуть изогнулась. Может быть, чуть-чуть, самую малость, но если учесть, что она будет собираться там еще, приклеиваться сверху и так далее, это, в принципе, изгиб, я не думаю, что он какое-то имеет критическое значение. Толкатели все внутри, соответственно, ну, интерьера никакого, ничего такого, даже минимального в модели нет, поэтому смотреть с этой стороны особо не на что. Как бы никаких, я так понимаю, в двигательный МТО отсек прямых отверстий нет, то есть, соответственно, если, не знаю, кому-то там что-то захочется как-то видеть куда-то туда, прям какой-то проем внутрь, может быть, то этого, в принципе, нет. Наверное, все наружные сетки, они плюс-минус будут показывать, максимум накладываться на глухой пластик, так что в этом смысле, как бы тут, ну, не знаю, меня, в принципе, это особо не парит, но, может быть, кому-то важно. Ну и вот такое вот крупные детали, значит, помимо этого, литники, да, я был прав, действительно, крупно дан, собственно, элемент, ну, собственно, поворотной платформы зенитного этого ракетного комплекса, то есть большая крупная часть. Ее нам действительно позволили не собирать, она массивная такая, большая, и, по сути, на нее только деталировку надо будет цеплять. В принципе, ну, как бы, единственное, мне кажется, наверное, и вот эти все панели деталировки можно было, в принципе, наверное, на ней прямо отливать, но почему-то решили сделать вот так, походу, такой плюс-минус лысый короб, сделали одну деталь, но остальное оставили наклеивать. Ну, в нем есть какие-то отверстия тут для позиционирования каких-то шпеньков и так далее, в принципе, что-то такое. Вот. Какая-то вот тут минимальная детализация. Ну и, пожалуй, все, что можно сказать. Также здесь на этом литнике еще крупные детали. Вот детали радиолокационной системы. Это самая квадратная тарелка. Вот такая большая, достаточно объемная деталь. Характерная панельки вот на этот самый корпус. На кожух. Еще деталь радиолокационной системы. То есть с забавным таким ребрением, довольно прикольным, отлитым. На ней, кстати, хорошо, что нет толкателей ни спереди, ни сзади, так как она четко будет видна с обеих сторон.
Элементы, ну опять же, фактически, скорее всего, в основном элементы деталировки, скорее всего, вот этого кожуха. Я так думаю, что, возможно, неспроста это все вынесено в основном на один литник. Возможно, может быть, какие-то, в принципе, мысли о какой-то продолжении линейки комплексов Тор, может быть, у звезды и были, так как, в принципе, теоретически можно ставить его, как я уже говорил, на различные платформы, включая и арктическую, например, специально разработанные платформы. При этом звезде бы не пришлось разрабатывать заново, собственно, элементы самого этого комплекса. Ну вот, в принципе, вот так. Тоже как бы, ну, отливки, в принципе, достаточно новые, я не вижу каких-то больших, каких-то на них активных проблем. Иной раз кажется, что где-то вроде что-то вроде микроутяжины видно, но не то чтобы это прям сильно бросается в глаза. Как бы понятно, ну понятно, что никакой многоразъемности, ничего такого супер крутого нет. Вот, пожалуй, самая вершина технологии звезды в этом плане — это отлить вот этот короб огромный, здоровый, и вот это вот, собственно, часть локатора тоже в одну деталь изогнутую, сложную. В этом плане они справились. Еще одна тоже крупная часть, относящаяся, собственно, к комплексу, к этому самому массивному элементу поворотной платформе. Так, здесь нижняя часть, единственное, пожалуй, что там логично отлито отдельно. Собственно, что у нас? Еще панели, боковые, задние, уж не то помню точно. Вот тоже панель какая-то для детализации. Еще элементы, то есть в основном куча всякой мелочевки, я так понимаю, по детализации именно вот этой поворотной платформы. Все, в принципе, вроде неплохо детализировано, деталей много, мелочевка отлита достаточно ажурно, прикольно, ничего не могу сказать плохого, прям, чтобы мне что-то бросилось в глаза. Толкатели все внутри, соответственно, есть достаточно детали вот сложной формы, например, вот как это, то есть никакой многоразъемности, но тоже, тем не менее, ну, по крайней мере, выглядит, что вроде никакой многоразъемности тут не было, по крайней мере, сбоку ничего не заезжало, но, тем не менее, выглядит довольно прикольно. Хотя вот сзади не совсем понятно, как вот этот элемент будет закрываться, я по инструкции пропустил, но, возможно, что-то там еще будет подклеиваться, какие-то такие патрубки интересные. Ну и вот, собственно, что могу сказать. Да, это первый пакет был крупный с литниками, и, собственно, остается у нас второй. Еще более крупный пакет с литниками. Тут прям уже очень массивные у нас рамки. В основном, я так понимаю, он относится к ходовой части, собственно, к шасси гусеничному. Но не полностью. Есть тут еще... Ну, хотя, в принципе, да, вот это относится к, собственно, корпусу. Массивные самые детали — это, собственно, корпус. Да, вот одна деталька, я смотрю, брызговик у нас отлетела с литниковой рамки. Надо ее, собственно, не потерять. Несмотря, ну, возможно, кстати, как раз благодаря тому, что очень свободно в коробке, и там, собственно, при транспортировке, видимо, могли эти литники достаточно там нормально бултыхаться, она, возможно, и отвалилась. Значит, боковые стенки такие прям массивные, видно, что они действительно большие. То есть, на самом деле, когда вот на фотографии смотришь комплекс, тебе не кажется, что он такой уж прям длинный, массивный, а так он действительно длинный и большой. То есть, коробка звезды использована большая, самая неспроста. Вот еще элементы, тут ручки, видно, прям отливаются у нас зацело с деталями, довольно забавно, прикольно сделано. Передняя часть, вот, собственно, лицевая, где у нас, хотя нет, нет, правильно, да, лицевая часть, где у нас, собственно, вот эти самые окна. Но я, кстати, не уверен, возможно, вот эти люки, это тоже, собственно, люки в реальной машине, они, возможно, тоже должны открываться, но я, честно говоря, не уверен, возможно, я и ошибаюсь. Ничего тут такого, по крайней мере, не реализовано. Да, детали, собственно, торцов вот этих, в одну деталь они сделаны, да, ну, в смысле, отлиты их тут два еще, да, вот третий должен быть, в принципе, да, довольно ажурно, прикольно, мне лично нравится. Деталировка со всякими рифлениями тут дополнительно, еще сложные, но много всяческих посадочных сделано отверстий, гнезд под всяческую, видимо, мелкую деталировку. Лестница, вот у нас какой-то решетчатый такой элемент, что-то типа жалюзи или что-то такое тут. Прикольно достаточно отлит.
мне, в принципе, нравится. Ну и что еще? Да, шанец здесь же, лопата. Собственно, ломы, топор и так далее. Ну, в принципе, то есть кое-где прям вот совсем какие-то ажурные элементы отлиты прям в одну часть с крупными деталями. Кстати, надо с этим, конечно, быть осторожным при снятии слитников. В принципе, вот, толкатели, опять же, все внутри. Каких-то прям больших огрехов, чтобы прям что-то бросить в глаза, но ничего пока не вижу. Все вроде норм. И такой вот литник. Тут полностью ходовая часть, уже совсем-совсем ходовая. Те самые юбки, такой достаточно сложной формы, такой вот выглядит, как будто они даже почему-то изогнуты, но тут скорее, что типа может быть какая-то имитация резиновой какой-то оконцовки этих самых юбок, потому что вот видно, что она такой сложной, интересной формы. Ну, плюс вот они такую сделали на литниках формовку, чтобы это все не повредилось. Ну и, соответственно, здесь помимо этого крупные сегменты гусениц. Так понимаю, нижние какие-то еще детали по корпусу, мелочевка по корпусу, более мелкие сегменты гусениц, какие-то многочисленные крышки. То самое место, где, видимо, отлетел брызговик. Крышки на МТО, скорее всего, тут пила, шанец, у нас какие-то ручки здесь, элементы сигнальные, огни там всяческие. Вот в основном по нижней части корпуса, но в принципе тоже все выглядит достаточно прикольно и вопросов не вызывает. И, значит, помимо этого, что-то еще отлетело, но это, по-моему, облой. Значит, помимо этого два последних, собственно, крупных литника, идентичных, что логично по ходовой части, где нам изобразили, собственно, последние два сегмента гусениц. Кстати, я так немножко... Да, вот этот сегмент, предыдущий литник, это был верхний сегмент. Тут видно, что провис тут действительно немножко отлит. Он, правда, довольно слабо выраженный провис, но он есть. А вот это два литника, вот эти сегменты, это получается, ну, нижние сегменты, собственно, прилегающие к земле, скажем так, стоящие на земле. И помимо этого, соответственно, здесь и катки у нас, звездочки, видимо, ленивец тоже здесь, поддерживающие катки у нас... Да, тоже здесь. Ну и там еще балансиры. И еще всяческие отдельные траки для огибания, соответственно, этих звездочек. В общем, все по ходовой. Деталировка катков есть. Вроде бы там что-то мне смутно вспоминается, что, по-моему, не совсем правильные были, что ли, на релизе этой модели катки сделаны. И вроде как-то их меняли на какой-то автомаркет. Но я не уверен, честно говоря. Поскольку мне это не то, чтобы прям сильно было интересно, так уж гоняться, настолько гоняться за копийностью. Поэтому я не парился. Это уже для самостоятельного изучения. Ну, так вроде катки... такие забавные внутри, не знаю, они такие гладкие, полированные, что выглядит как тарелка такая хорошо помытая. Да. Ну да ладно, и еще немножко каких панелек, деталек и так далее. Ну, тоже как бы в принципе ничего плохого сказать не могу. Выглядит все отлито довольно прикольно. Да, много деталей в наборе, пока все это посмотришь. И по факту, значит, у нас... Окраску мы уже смотрели, остается, собственно, пакетик, отдельный пакетик, который стандартно у звезды всегда идет для декали. Собственно, на два варианта, четко видно, парадный вариант, видимо, даются много цифр вариантов, то есть свое что-то собрать и георгиевские ленты. А вот этот вариант, 914 номер, это, видимо, конкретный серийский Тор М2. Вот такая вот декаль. Две самых сеточки, то есть на два сечения, скажем так, на два диаметра для разных элементов. И небольшой литничек с прозрачными деталями, где, собственно, два окна, фары, немножко перископов, я так понимаю, чуть-чуть, ну и, возможно, еще какие-то сигнальные огни и так далее. Ну и, собственно, долгое такое вот перекладывание этих самых литников и деталей подводит нас к концу. Собственно, вот такой вот большой, крупный, объемный набор с большими такими обширными достаточно литниковыми рамками, реплицирующие Тор М2. Собственно, на мой взгляд, модель выглядит вроде как неплохо.